Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор рынка до основной сессии. Значит, смотрите, давайте подведем итоги. В итоге вчера мы ждали, естественно, протоколов ФРС. Протоколы ФРС вышли, и самое главное, что можно, скажем, сделать из них какие выводы, то, что, конечно, ястребиная политика ФРС, она не меняется. Единственное, что рынку понравилось, что не больше 0,75 базисных пунктов. Более того, рынок думает о том, что, возможно, даже ФРС на самом деле снизит еще больше, на 0,50 базисных пунктов ставку. Ну, в принципе, рынок это воспринял более-менее позитивно, но не сказать, что это воспринято так, чтобы идти на какие-то вершины. Более того, собственно говоря, все аналитики говорят о том, что технически уперлись типа в 200-ю скользящую, и это типа как раз говорит о том, что пока рынок находится, как я уже и говорил, возможно, в бычьей ловушке, которую я вам обозначал, 4200. И вот сейчас, собственно говоря, очень будет важно, как все-таки мы сможем ли преодолеть вот этот 4315 пробой и выйти на 4400. Да? Я уже говорил, что на 4380 тут будет тоже очень сильное сопротивление. По факту это, скорее всего, получается зона как раз около этой 200 скользящей. Потому что на самом деле прорывать надо будет вот этот 315 и уходить выше 4380. Ну, в общем, технически понятно. И я уже говорил про то, что все-таки вот этот вот сценарий отхода на 3960, 4000, ну вот он рисует тут уже именно на 3960, третий вариант. А так в целом это 4000 и 4200. По мне это 4200 на самом деле. Я думаю, что 4000, наверное, пока вряд ли, хотя тоже такой вариант возможен. Протоколы пока не, скажем, не дают такой почвы прям жесткой, но коррекция такая вполне может быть. Более того, в пятницу, в эту именно пятницу, происходит экспирация месячных опционов, поэтому могут быть тоже определенного рода фиксации, это надо тоже учитывать. В общем, короче, чем мы, как говорится, больше пытаемся подняться в сторону 4380, тем больше вероятность давления на то, что мы все-таки откатим. Поэтому с торговлей надо быть очень осторожными. Позитив может быть уже скоро закончится и начнется коррекция. Будьте к этому очень предельно готовы. Давайте дальше пробежим по десятилеткам, собственно говоря. 17 у нас 18 сейчас один момент. Они у нас отреагировали, в принципе, почти никак. То есть я знаю, что двухлетки пошли в сторону 3%, а десятилетки, в принципе, остались на месте. Почти, да? Сейчас посмотрим. Ну да, практически они не изменились. Далее поехали. По нефти, господа. Ну, нефть, как я вам и говорил, что есть вероятность попытки вернуться за 96. Пока, ну, понятно, да, запасы вышли по нефти достаточно такие высокие, вернее, низкие, то есть там минус, по-моему, 7,5 баррелей, то есть достаточно серьезные такие, на самом деле, запасы минусовые. И это, безусловно, дает возможность нефти восстановиться, все-таки не пробивать вот этот 92. 92 у нас остается до сих пор, конечно, вот этой тонкой границей, которую все-таки могут пробить, и тогда мы уйдем в сторону 86-88. Надо учитывать этот момент. Но в целом сейчас будет как минимум обратный тест на 96. Если нефть удастся установиться за 96, то сценарий возврат к 100, он у нас опять остается в силе. Это надо учитывать. Далее поехали. Золото, как я и говорил, что они до протокола опустятся. И, в принципе, очень быстро будут восстанавливать опять на 1820. Ну, протокол как бы говорит о том, что, конечно, будет тон, скажем так, ястребиный. И, соответственно, 0,75 базисных пунктов как бы рынок заложит. Но я думаю, что золоту это вполне можно подняться в район 1810-820. Вот сюда восстановить вот этот уровень. Значит, по S&P 500 уже сказал. По фьючерсу смотрите, какая у нас ситуация. 4280. Вот смотрите, по фьючерсу, именно по фьючерсу, мы уже пробили уровень. Уже на самом деле намеки на разворот вниз, если мы не восстановим 4280 обратно, в обратную сторону, то есть в район 4290. По непосредственно самому, скажем так, S&P, да, непосредственно по индексу, то здесь как раз 200, вот если мы на 200 сейчас 280, это вот здесь сопротивление по вот этой вот проекции.
Вот эта проекция, нет, это уровень, простите, уровень, вот проекция. Уровень 280, вот он тоже здесь выступает как сильное сопротивление, 280. То есть все говорит о том, что, конечно, выдавливают цену по S&P 500 вниз, и надо готовиться хотя бы технически к коррекции, это надо четко понимать. Дальше поехали по NASDAQ. Ну, тут все понятно, от 13 тысяч мы тоже можем отъехать, либо 12 800, а то и может быть 12200, куда нам указывает годовая. Это надо учитывать. Далее, по Расселу. Расселу, ну, у него, в принципе, скорее всего, не ниже где-то 1940. Буфер он, наверное, тоже не удержит, если дальнейшая динамика будет все-таки по индексу на коррекцию, то есть вероятность на 1940 уйти. Индекс РТС, обратите внимание, как резко он вырос. Сейчас посмотрим, что с рублем, долларом, потому что при такой как бы ситуации, по идее, доллар должен был бы окрепнуть, но смотрите, какая ситуация. Экспортеры, да, мы уже говорили, что экспортеры продают выручку, это надо учитывать. И на 25, по-моему, августа приходится пик, то есть здесь идет противовесы. Одни, соответственно, дают вверх, другие вниз. Но вот скорректировались на 59, то есть в районе опять 60 пока оказались, хотя при этом индекс РТС у нас чувствует себя очень даже неплохо. Поднялся в район 1160. И есть вероятность даже попытки выйти на 1180. Так, далее поехали. Индекс Мосбиржи. Индекс Мосбиржи как раз никак пока не отреагировал. 287. Дальше смотрим. Доллар-рубль посмотрели. Но еще раз говорю, вот этот диапазон 60, скорее всего, будет удержан. И возврат на 61 вполне еще остается. И вообще вот при той риторике, которую говорил, ну, скажем так, обозначил ФРС, вероятность как раз, что все-таки дорога 63,5-64 продолжится, это факт, потому что ставку будут поднимать. И я думаю, что вот этот момент до экспортеров, допустим, будут вот такие отходы, а дальше он уже начнет восстанавливаться и достаточно быстро. То есть есть такие на самом деле зоны закупа уже по доллару. Так, евро-рубль. Евро-рубль тоже получается ослаблый евро, 60-50. Ну, при такой динамике может уйти на 59. Тут, конечно, надо смотреть. Но тут, наверное, потому что все-таки инфляция очень сильная в Европе, в еврозоне. Это надо учитывать. В Великобритании там тоже резко выросла вся инфляция и цены на все. Так, смотрите, значит, биткоин. Биткоин, господа, 23 500. Ну, как я и говорил, что около 24 он, скорее всего, останется. А вот дальнейшие, вот если бы сейчас не было вопроса с дальнейшим повышением ставок, он бы, конечно, пошел в сторону 25-26. Так как все-таки ставки будут расти, то, собственно говоря, биткоин пока сохраняет нейтралитет до 24 тысяч. Ниже он, конечно, падать тоже не будет, то есть 22 тысячи, наверное, вряд ли, если только, конечно, сейчас не развернутся индексы. Индексы могут уйти на коррекцию, тогда биткоин может как раз посетить эти 22 тысячи. Но и не выше 24, судя по всему, пока. На этом, господа, все. Дальше ждем сегодня, сейчас еще в 15:30 выйдут пособия по безработице. И также индекс деловой активности. Уже данные нужны сейчас будут по экономике. Соответственно, конечно, рынок на это может отреагировать. В какой-то момент мы, наверное, здесь как раз вот будем вот в этой зоне на непробой 4280, а потом есть вероятность, что если пособия, скорее всего, вырастут, если они упадут, это тоже будет плохой знак для ФРС. И, соответственно, вероятность подъема ставки вырастет еще сильнее. И тогда, собственно говоря, индекс может начать откатывать. И индекс деловой активности, конечно, тоже надо будет смотреть. Все остальное, господа, уже в прямом эфире.